Уважаемые коллеги, мое почтение. В данном видео мы рассмотрим пункт содержания в чистоте кофемашины. Для этого нам потребуется для повседневной чистки кисточка для очистки групп, глухой портофильтр, в простонародье слепыш, плоская шлицевая отвертка, химия, поликаф, порошок для чистки групп и холдеров, полимилк, жидкость для чистки форсунок. Также нам потребуется питчер и емкость. В моем случае это обрезанная 5-литровая бутыль. Первое, что необходимо знать бариста, в течение смены, когда мы готовим напитки, во-первых, нужно не забывать после темперовки таблетки сбрасывать с холдера остатки молотого кофе, для того, чтобы оно не запекалось на уплотнение в группе и данное уплотнение не выходило из строя. Далее, также желательно в течение смены периодически этой кисточкой прочищать группы. То есть вставляем кисточку и круговым движением сбрасываем остатки жмыха из группы. В конце смены мы производим какие действия? Берем любой холдер, плоская шлицевая отвертка, снимаем портофильтр, ставим слепыш. На упаковках с химсредством есть схематичная инструкция, необходимая граммовка и последовательность действий. В слепыш насыпаем примерно 3-5 грамм поликафа. Вставляем в группу, включаем пролив. Считаем до 10. И выключаем. Ждем 10 секунд. И снова включаем пролив. Также отсчитываем 10 секунд. И выключаем. И это действие нужно повторить минимум 7 раз. Дальше мы снимаем и проливаем всю химию, которая там осталась, и споласкиваем группу. Единственное, надо быть осторожными при данных манипуляциях, потому как кипяток может пролиться по ручке и оставить ожог на руке. Снимаем портофильтр. Для более тщательной промывки групп нам необходима плоская шлицевая отвертка. В центре группы расположен болт, который мы откручиваем. Соответственно, крепежный болт, сито и диффузор. В идеале они раскладываются просто руками. Берем емкость, закидываем и туда же отправляем холдеры.
Полная разборка холдеров проводится каким образом? Скручиваем носики. Шлицевой отверткой снимаем портофильтры. Берем поликав и засыпаем примерно, как здесь написано в инструкции, 10 грамм. И все это заливаем кипятком. Сразу успокою, пластик на ручках химией не разъедается, поэтому можно смело прямо по ручке полностью заливать. Нам необходимо, чтобы все части, которые нам необходимо промыть, полностью были погруженные в эту смесь. Все, отставляем примерно минут на 10 и займемся прочисткой форсунки. Средство Polymilk. Здесь также графическая инструкция по пользованию. Здесь используется холодная вода. Пол-литра воды и 25 миллилитров средства Polymilk. Погружаем в форсунку и короткими включением-выключением продуваем форсунку, погруженную в жидкость. Это необходимо повторить примерно 7-10 раз. Следите, чтобы не нагрелась вода в питчере. Если она нагрелась, соответственно, нужно будет ее слить, опять набрать холодной воды, 25 мл средства и еще раз повторить те же действия. И можно также минут на 10 оставить, чтобы она замочилась. Пока у нас замачивается форсунка, замачиваются холдеры с ситом и диффузором от группы, прочищаем саму группу. Внимательно следим за своими действиями, так как температура в самой группе примерно 95-98 градусов, поэтому будьте предельно аккуратны. Тщательно протираем группу. Можно даже немножечко смочить тряпку. Спустя необходимое количество времени все замоченные детали достаем, протираем. Проверяем, полностью ли удалились остатки жмыха и кофейных масел. Собираем обратно холдеры. И собранные холдеры вставляем в группу и споласкиваем кипятком. Сито и диффузор проверяем на наличие механических повреждений. Если таковые присутствуют, заменяем. Собираем обратно. Болт. Отверткой болт затягиваем без фанатизма, чтобы его не закусило. Иначе будет очень сложно потом его сорвать, чтобы не повредить группу. Возвращаемся к форсунке.
Еще несколько раз продуваем. Выливаем средство. Набираем снова холодную воду. И уже без средства, просто в чистой холодной воде споласкиваем. Собственно, все. Чистое оборудование — это залог вкусного кофе. Всем успехов. До новых встреч.